Осторожно. Осторожно. Такое место у меня сегодня будет для рыбалки. Давайте спустимся вниз, посмотрим, можно ли здесь нормально вдоль берега ходить. Стой! Стой! Нельзя. В принципе норм. Ну вот, и доверяю прогнозам синоптиков. Сегодня дождя не обещали, а он сейчас вот идет. Поэтому не зря взяли с собой дождевой тент. Хорошо, что сейчас находимся в лесу, потому что ветра фактически нет. Ехала за рулем сама. Очень сильно ветер боковой был. Из-за этого было тяжело достаточно вести машину. Ну, вау-вау. Снова на рыбалке. Собака уже раскопала яму в кострище. Было здесь мусора немного, пришлось его убрать. Я вот сразу отставила в сторонку. Буду туда тоже мусор свой складывать. Ну и это все мои снасти. Живец, на который буду ловить. И еще у меня есть животная наживка: червяк, дендробена, опарыш, мотыль. Ну это на всякий случай. Хорош, блин, что ты делаешь? Алле. Оп. Короче, народ, я решила собрать себе простой боевой комплект из самого дешевого спиннинга. Называется он Горыныч, стоит копейки, рост у него 2,1, тест у него до 200 грамм. Дело в том, что в тех условиях, в которых я ловлю, не всегда достаточно расстояния, на которое я забрасываю. Поэтому мне нужен какой-то спиннинг был. Поэтому я купила целых 5 штук, 5 спиннингов, 5 дешевых катушек. Леска у меня Daiwa 0,3, катушка какая-то китайская, безинерционная. Написано, что здесь целых 6 подшипников, аутобот какой-то, не знаю. В общем, я думаю, что на сезон отходить их хватит. Удилище состоит из 2 колен. Сама быстренько оснастила. Оснастила все точно так же, как оснащала свои закидушки, которые забрасывала с руки. Идет резиновый стопор, после него идет вот такой вот поводок. Это у меня будет на щуку. Я через жабру буду цеплять двойной или тройной крючок. Ну и дальше у меня идет отвод на грузик. Я специально сделала себе скрутку, потому что у меня создались ощущения, что моя леска не сможет выдержать груз 200-230 грамм, который я собираюсь использовать. У меня сегодня новых пару грузов есть, которые я купила в магазине у своего знакомого. В описании оставлю название, чтобы вы могли тоже туда обратиться, пока они там есть. Они, правда, не дешевые, но на прошлых рыбалках я поняла, что простые груза, вот как у меня были, лепешками этими, они не держатся на быстром течении. А вот эти груза, на мой взгляд, они должны будут зацепиться за какие-то выступы, коряшки, что-то на дне такое. И, в общем, не давать быстро уходить всему моему монтажу по течению. Поэтому я хочу использовать вот 2 таких груза, 2 таких варианта. Учитывая то, что здесь есть щука и судак в этой реке, мы можем попробовать использовать вот такие вот поводки металлические и флюорокарбоновые. Все. На флюорокарбоновые поводки ловят судака, а на такие металлические ловят щуку.
под жабру. Дальше у меня здесь есть... У меня есть двойники, есть тройники. Но мы на щуку возьмем тройничок. Чтоб уж наверняка. Так. Тройничок. Так. Оп. Оп. Сейчас. О, прям в руки сразу мне заезжает. Оп. И осторожно, конечно, карабин больше, чем пасть у карасика. И делаем из пескаря, точнее не из пескаря, а из карасика вот такую вот страшную штуку. Как-то так. Колечко. Хоп. Странная река, конечно, такая тяжелая. Хочу забросить куда-нибудь вот сюда, попробовать отсюда. Мне кажется, здесь перспективное место. Потому что там начинается быстрина и прям ментально сносит всю приманку с грузом любого веса. А вот здесь, мне кажется, сейчас тормознет. Так, что-то у меня здесь сигналило. Оп. В сторону, наверное, что-то село. Трава какая-нибудь или что. Сейчас проверим. Опа. Так. Что тут у нас? В следующий раз, короче, пусть звенит. Мы трогать не будем. Может, это там кто пытается покушать. Вроде все целое. Короче, оставим как есть. Так. Так. И, значит, закидухи я поставила на хищника. Это ставлю на белую рыбу. Здесь может попасться что-то такое, червяк какой-то, смотрите, ломается. Здесь может попасться ясь, голавль, лещ. Ну, летом, по крайней мере. Я не знаю, что может попасться здесь зимой. Никто, как правило, особо отчетов в такую погоду не делает. А если делает, то никто не пишет места, поэтому солнышко наконец-то вышло, которое передавали сегодня весь день, между прочим. Так нет, напередавали солнце, а шел-то дождь, понимаете? Ни разу на виле не ловила на закидухе. Ни разу. И вообще я на виле ловила когда-то в свое время, когда только начинала, один раз со спиннингом ходила, у меня ничего не получилось. И было это в районе Виляйского водохранилища. Вот. Места, конечно, шикарные на реке, но очень тяжелые подходы. То есть тяжело найти такой прям подход, чтобы можно было классно, кайфово разместиться с палаткой. Например, сюда бы я... Короче, сюда бы я бы на неделю бы точно не поехала. Я не знаю, откуда здесь собака взял. Стой! 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 Нельзя.
Во-во-во-во-во. Куда ты собралась? Опа. Закидушки, мотовило мое. Леска у меня здесь вроде 0,4. Колокольчик. Тычки ставлю простые. И у меня там стоит червячок. Как вы видите, солнце уже практически опустилось. Вот. И я еще до сих пор не все расставила. И мне получается, вот эти вот закидухи, которые со спиннингов, тяжелее было установить, чем забросить вот эти вот простые свои закидушки. Мне проще установить вот эти вот закидушки, хотя, казалось бы, господи, да размотай, да и это, да забрось. Вообще, лайт. Раз, два, три, четыре, пять. Живности здесь очень много, просто всякой. Я испугалась. Это дятел здесь где-то лупит по дереву. Ну ладно, дятел пускай лупит. Стрёмно, блин. Нор столько. Ну ладно. А у меня тут, видите, опа. И опять стянула. Ну, он уже колокольчик, видите, обдрыпан. Сейчас посмотрим, постоим. Что у нас на этот раз? Ничего не чувствую. Очередной. Просто так жух был, короче. Ничего страшного. По крайней мере, друзья, не скучно, понимаете? Оп, оп. А, видали, как оборвалось? Стоим мы сегодня прямо в лесу. Здесь дорога, туда дорога. Здесь немножко леса, наша палатка. И там река. Ну, не очень приятно, конечно, что сзади лес. И на береговой линии там кучу животных какашек. Ну, ладно, переживем. Здесь у меня газ подведен. Труба под теплообменник. Обязательно надела снова свой тент для защиты от дождя. Дождя не обещали, но он пошел, короче. Поэтому тент это the best. Ну и в палатке ничего необычного. Давайте зайдем с вами сюда. Оп. Оп. Сегодня немножко будет поуютнее, потому что после прошлого раза правильно скомпоновались. Здесь, кстати, сеточка. Я сюда еду для собаки ложу. Она в сухости должна находиться. Стол, теплообменник, раскладушка. Сюда поставим еще один стул. Спать будем по очереди. Спальник и собачье покрывало. Вот так вот красивенько у меня здесь. Ловлю сегодня на живца. Малек у меня есть пескаря, плотвы и карасика. Закидушки. И на мотовилах у меня тоже есть закидушки. На них я поставила червя и дендробену. Пошла туда дальше вниз по течению и установила. Сейчас я не знаю, друзья, будет клевать или нет, как всегда, потому что я на новом абсолютно для себя месте. И сегодня река Вилия не так хорошо встретила нас, как бы хотелось, потому что мы, наверное, часа два плутали по береговой линии, чтобы найти подъезд к воде. Его
не было. Мы пытались проехать через деревни. Через деревни поля идут, и поля эти все перепаханы. Они все мокрые, там грязища. Мы на пассате не пройдем. Мы в одну заброшенную деревню заехали, там поехали, чуть-чуть мокрее стало. И, короче, мы сели. Так что какое место нашли? Сейчас я нахожусь, по крайней мере, не в том месте, в котором я планировала находиться изначально. По карте я выбирала одно место, а приехала в другое. У меня многие люди спрашивают, а где это такая широкая река? А где это такой широкий Неман? А где это такой широкий Днепр? А где это такое интересное место? Друзья, это Дикарь, и я так же, как и вы, всегда нахожусь в поисках новых мест. Как я их нахожу? Я открываю карту Республики Беларусь, ищу реки, которые меня интересуют, рыбные, не рыбные, как мне интересно, с интересной береговой линией. Тыкаю вот так вот пальчиком и ищу к этим местам подъезд. Если место оказывается успешным, коим у меня бывает, а не оказывается, не надейтесь даже, что я вам эти места буду сдавать. Раз приехала, показала отчет и потом аншлаг. Кому это понравится. Потом меня где-нибудь, с говном съедят, скормят самам, голавлям, налимом, кому хочешь, Так что без обид, если вам интересно какое-то место, я называю акватории, на которых я нахожусь, я называю название рек, говорю всегда в видео, поэтому не обессудьте. Возьмите карту, потрудитесь, найдите то, что вам надо, потому что каждая карта, она масштабируемая, и вы можете просто на глаз понять, где какой ширины река, и найти место более широкое, если оно вам интересно, или более узкое, или где-то повороты, или где-то какие-то перекаты, или где-то какие-то прогоны. Ой, как хорошо, когда костер. Офигенно. Офигенно, когда костер. Опа, сейчас будем кушать. Сегодня вместо шашлыка у меня будет мясо, стейки говяжьи, промаринованные. Не знаю, как будет по вкусу, потому что купила в готовом маринаде, но пускала слюни уже несколько месяцев на эти стейки, и наконец-то я их сейчас буду готовить. Оп. Отлично.
постоянно беспокоится за человека, который находится со мной рядом. И все спрашивают, кто же это, кто же это. Догадайтесь, товарищи, кто же это может быть? Пишите варианты, как вы считаете, с кем я езжу на рыбалку. Мне даже интересно. Я уже 10 раз, 100 раз говорила, с кем я на рыбалке. Но меня все равно продолжают спрашивать, с кем же я все-таки на нее езжу. Приятного аппетита, друзья! Это прикольно. Очень вкусный маринад. Очень вкусный запах. Вот эти вот помидоры фаршированные, они просто божественные. Все просто божественно. Всем приятного аппетита. За рыбалочку. Сейчас иду вот проверять закидушку, которая сработала. Видите, вон колокольчик висит. Опять. Это уже не первый раз здесь поклевка. И куда-то туда. Ну, первый раз я ничего не вытянула. Сейчас посмотрим. А мы с Собакиным упали вместе вот в эту вот дыру. Что там интересно? Непонятно. Ну нафиг, побежали отсюда быстрей! Быстрей, быстрей! Мотаем! Походу, смотрите, или на дохлого карасика. На дохлого карасика, кстати, там было. Пипец. Скорее всего, вот на вот этот вот нижний. Видели, как скинула и затянула? Как же мы не услышали? Мгновенно, что ли, все произошло очень быстро. Ну, попробуем еще раз сейчас. Насадим, блин, там это. Попробуем еще разочек. Офигеть. Сегодня 15 или 16 января, я точно не помню, и на улице замечательная теплая погода. Если бы я не знала, что сегодня январь, я бы подумала, что сейчас позднее лето, потому что даже гремит какой-то гром. Возможно, это где-то там пограничники, я не знаю, чем они тут занимаются, но атмосфера, конечно, летняя, а должен быть снег и лед. Вот так. Такая у нас зима. 7 часов вечера, еще больше 12 часов ловлю впереди. Я буду стараться, чтобы не остаться с нулем. Поклевки были, я в этом фактически уверена.
но река с очень быстрым течением, и мы стоим на прогоне, как бы можно так сказать. И здесь такой очень разнообразный рельеф, много травы, много камней, песок, где-то глубина, где-то еще что-то. Первый раз здесь ловлю, поэтому я не знаю, что получится, а что нет. Но будем стараться. Спать минимум, работать максимум над уловом. И снова кофеек, потому что уже хочется спать. Опа! На улице 3,9 градуса тепла, а у нас в палатке 23. Вот так. Не знаю, короче, может опять трава, а может это уже и поклевочка какая-то. Я не знаю даже, что и думать. Уже практически 12 часов ночи, на улице 4,5 градуса тепла. Я решила пойти отдохнуть, потому что уже давно не было никаких вообще поклевок, никаких движений. Может быть, приблизительно через часика-полтора я поставлю себе будильник. Полтора-два я пойду все это проверять и перенасаживать наживки, которые у меня стоят на моих закидушках. Судя по всему, течением унесло с травой. Ну, как-то так. Доброе утро, друзья! Целую ночь практически я поспала, потому что несколько раз ходила, проверила закидухи, они были пустые, несколько оборвала просто груза. Видно на спиннингах, не знаю, может быть на кольцах или где-то еще там что-то есть, за что цепляется и просто обрывается леска, потому что не защелкивается катушка, ничего, просто вот забрасываешь, может обкручивается вокруг кончика, я не знаю. Но у меня вот так вот, наверное, сегодня за рыбалку за эту я потеряла, наверное, грузов 5-6, причем достаточно дорогих, потому что они не дешевые личные. Шли по берегу. Смотрите, что нашли. Не из воды висит здесь снаружи, но это значит, что место, которое мы выбрали, видите, причем здесь походу постоянно, наверное, кто-то промышляет. Ворот, до которого мы не добрались с той стороны, с которой заехали. А вот здесь есть подъезд прямо к воде. Прямо к воде. Здесь попробуем
50 лес. И там бежала куча свиней, они кричали. Ужасно. Ужасно. Народ, 24 часа на берегу реки Вилия проведены, 24 часа на природе с ночевкой. Это был отдых, это была рыбалка. Пускай не результативная, поклевки все же были, ничего страшного. В следующий раз с фидером, может быть, на кружочке, чтобы увидеть рыбу, чтобы вам не было скучно на моем канале. Ну а если вам нравится формат таких видео, если вам нравится дикий отдых, выживанием это, конечно, не назовешь, но если вам нравится такой формат отдыха и такой формат рыбалки, то обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!